Бог говорит: «Я обращаюсь прямо к вам сейчас, да, к вам, тем, кто чувствует себя невидимым, забытым, отложенным. Я выбрал этот момент, чтобы открыть вам то, что небеса предначертали вам. Я посылаю вам финансовый поток, передачу богатства, столь огромного, что ваши враги замолчат. Но слушайте внимательно, это послание не случайно, это божественное предначертание. Если вы останетесь до конца, вы поймете ключ, открывающий $10 миллионов, которые я приготовил и на которых на языке ангелов написано ваше имя. Но если вы отвернетесь и если отнесетесь к этому легкомысленно, благословение закроется, как дверь перед тем, кто колеблется. Я Господь, ваш Бог, и я здесь не для того, чтобы развлекать вас, я здесь, чтобы изменить вашу судьбу. Я видел твои скрытые слезы, говорит Господь, моменты, когда ты в полночь смотрел в потолок, спрашивая: почему, Боже? Почему прорыв всегда обходит меня стороной? Я считал каждый вздох, каждое беспокойство, каждый неоплаченный счет, каждый момент, когда ты думал, что я забыл тебя. Я не забыл. Я готовил то, чего не видели глаза, то, что никто не сможет предотвратить, если только ты не отступишь от этого слова до его исполнения. Остаться, дитя мое. В течение следующих нескольких минут каждое услышанное тобой слово будет шагом к твоему наследию, твоему чуду, твоему обещанному изобилию. Ангелы уже отправлены. Они ждут только твоего послушания. Я есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, и я сделал вас частью того же завета богатства и наследства. Я собрал сокровища в тайных местах, ожидая именно этого момента откровения, и если ты повинуешься, небесные своды откроются. Если же ты усомнишься, они останутся запечатанными. Я – Бог завета, а не совпадений. Я – Бог цели, а не случая. Я – ключ, который открывает каждую дверь, то семя которой умножается в вечный урожай. Не позволяет влечению украсть то, что я тебе предложил. Если вы дослушаете это сообщение до конца, я подтвержу его знаком неожиданного прощения до конца этой недели, но если вы проигнорируете его, если прокрутите страницу, вы отложите то, что можно было бы опубликовать сегодня. Я твой поставщик, твой защитник, твой доставляет я есть Бог, разрушающий проклятие, то Бог, который восстанавливает, то Бог, который умножает то, что когда-то было пустым. Я наблюдал, как цикл нехватки средств терзает вашу семью. Поколения были прикованы к долгам, разочарованиям и задержкам. Но я говорю вам прямо сейчас, сегодня этому приходит конец. Я меняю всю твою родословную с отсутствия наследства, от бедности к власти, от поражения божественному наследию. Вы избранный сосуд, через который я перепишу финансовую историю вашей семьи. Ваша вера – это ключ, ваше послушание – это дверь. Откроешь ли ты его или позволишь страху держать его закрытым? Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Не стоит недооценивать этот момент. Враг упорно сражался с тобой, потому что предвидел приближение этого дня. Он пытался измотать тебя, заставить тебя усомниться в каждом моем обещании. Но даже когда ты устал, даже когда ты говорил: «Боже, я не вынесу еще одного разочарования», я шептал: «Держись, дитя. Жатва ближе, чем ты думаешь». Я повелел ангелы прорыва окружить вас. Их крылья несут вести о божественных контрактах, деловом росте, неожиданной благосклонности и сверхъестественном партнерстве. Но они движутся только от звука вашей веры. Когда вы говорите «Аминь», вы даете им разрешение действовать, поэтому скажите сейчас «Аминь», чтобы запечатать это слово в вашем духе. Это не суеверие, это активация завета. Я не тот человек, чтобы лгать. Когда я говорю, что благословлю, я благословляю безгранично. Когда я говорю, что открою небеса, я изливаю до избытка. Но я требую вашего внимания. Я требую вашего почтения. Я требую,
чтобы вы остались, чтобы вы услышали каждое слово до конца, ибо в конце я высвобожу секрет только для тех, кто остался верным, несмотря на послание. Секрет, который превратит ваши следующие 24 часа в свидетельство, которое навсегда заставит ваши сомнения замолчать. Тот, кто останется, получать, но тот, кто уйдет, будет оставайтесь ждать, выбирайте мудро. Я Господь твой Бог, вчера, сегодня и во веки веков тот же. Я Бог богатства, то Бог чудес, то Бог, который превращает пепел в изобилие. Я не позволю больше нищете мучить тебя. Твоя боль достигла моего престола, и твоя молитва образовали лестницу между небом и землей. Теперь я спускаюсь в твое положение с божественной властью. Слушай. Оставайся. Повинуйся, ибо к концу этого послания вы не просто услышите пророчество, вы почувствуете атмосферу вашего чудо-смещения, к благословению уже в пути. Комментарий 11.11. Да, напишите это ниже, как пророческий акт веры. Ибо если ваше сердце чувствует мое прикосновение прямо сейчас, это не эмоция, а божественное осознание, это не совпадение, это стратегия. Это ответ небес на скрытый зов, который ты шепчешь годами. Я, Господь Бог твой, перехватил твою временную линию. Ты стоишь на перекрестке между тем, что было, и тем, что будет. В тот момент, когда ты действуешь верой, исповеданием, послушанием, ты начинаешь менять не только свою судьбу, но и весь духовный код своего рода. Это больше, чем благословение. Это передача наследства, переписывание идентичности поколений. Поставьте лайк этому видео прямо сейчас, если ты чувствуешь пульсацию небес в своей груди, потому что твое согласие – это разрешение, необходимое мне, чтобы действовать от твоего имени. Не богатство я приготовил для вас не просто для утешения, но для завета. Это имеет смысл. Это не просто вклады и счета, это божественная архитектура, создание наследия, создание влияния, которое будет простираться за пределы ваших лет. Слишком долго враг убеждал вас, что процветание – это гордыня, а изобилие – это жадность. Но я, Господь, говорю вам, изобилие – это выравнивание, когда ты процветаешь, мой завет становится видимым. Когда ты возвышаешься, мое имя прославляется. Когда ты изобилуешь, твои дети больше не просят милостыню, и твой род начинает дышать воздухом свободы. Это не просто деньги, это миссия. Вам никогда не было суждено бороться так, как вам приходится. Вам никогда не было суждено жить ниже своего божественного потенциала. Ваши бессонные ночи, ваши финансовые проблемы, долги, которые постоянно вас преследуют, все это сигналы духовные. Несоответствие, что я сейчас исправляю. Я позволил недостатку научить вас ценности изобилия. Я допустил задержку, чтобы подготовить вашу дисциплину. Я спрятал вас, чтобы, когда я вас открою, никто не смог присвоить себе заслугу. Вы спрашивали, почему мой прорыв длится так долго? И я отвечаю, потому что благословение я посылаю необычное, это поколение он должен быть построен навека. Он должен нести в себе силу, благословляющую детей ваших детей. Слушай внимательно, враг боится не твоего настоящего, а твоего будущего наследства. Он трепещет от того, что произойдет, когда твой вера наконец активирует то, что я вложил в тебя. Он знает, что момент, когда вы верите, вы не только преуспеете, но и преобразите все, что связано с вашим именем. Ваше сегодняшнее послушание завтра станет чудом для кого-то другого. Ваше «да» сейчас станет «спасибо» вашим внукам через десятилетия. Решения, которые вы принимаете сейчас, отзовутся эхом в вечности. Не стоит недооценивать этот час. Если вы чувствуете, что ваше сердце горя, если твой дух чувствует вибрацию, которую невозможно описать словами, это потому, что я возбуждаю твои судьбы. Небесный алгоритм привел вас сюда не по воле случая, а дизайн завета. Еще до того,
как ты был сотворен в утробе матери, я заложил в тебе план на обеспечение. Каждая задержка, каждая закрытая дверь, каждое предательство формировали твой внутренний сосуд, чтобы вместить то, что я собираюсь излить, только урожай, который вы собираетесь получить, потребует характера, способностей и посвящения. Вот почему потребовалось время. Я не наказывал тебя, я готовил тебя. Поставьте лайк этому видео теперь, как акт согласия. Пусть это будет вашим публичным заявлением о готовности жить в божественном процветании. Пусть каждое цифровое семя, которое вы сеете, будет знаком в духе, что вы сонастраиваетесь с моим обещать. Ибо, участвуя в том, что я делаю, вы устанавливаете связь между произнесенным словом и вашей проявленной реальностью. Помните, послушание – это ключ. Самый маленький акт веры открывает самую большую дверь. Есть священный узоря, открываю вам сейчас божественный код наследования. Бедность бывает не только финансовой, но и духовной. Это болезнь ума, которая учит вас ожидать малого, мечтать о малом и довольствоваться выживанием. Но я пришел к перерыву тот код. Я переписываю ваш внутренний сценарий с «едва достаточно» на «более чем достаточно». Тот же Дух, который воскресил Христа из мертвых, пробуждает богатство небес внутри тебя. Чувствуешь? Это волнение, этот трепет, это божественное подтверждение. Это я, Господь воинств, вдохнул в сам твой дух. Вам суждено стать поворотным моментом в вашей родословной. Вы не жертва своей семейной истории, вы ее исправление. Поколения молили об освобождении, которое вы вот-вот воплотите, чудо-деньги, деловая возможность, одолжение, внезапный телефонный звонок – все это часть божественной сети, которую я подготовил к вашей цель, богатство с намерением, это не просто обещание личной выгоды, это призыв нести мое изобилие в мир. Ты будешь кормить народы, строить убежища, финансировать служение, вытаскивать других из отчаяния. Это твое предназначение. Десятилетиями ваши предки молились об освобождении. Они молили о том, чтобы иго было разрушено, чтобы проклятие прекратилось. Вы отвечать к этим молитвам. Ты – живой урожай их заступничества. Каждая семивера, посеянная в слезах, созрела в почве времени, и теперь я, твой Бог, призываю к жатве. Немедли. Не сомневайся, понравилось видео и провозгласи вслух, я принимаю свое наследие. Произнеси это, ибо жизнь и смерть на твоем языке. Твое заявление активирует мое движение. Твой голос – труба, высвобождающая ангельскую помощь. Вы можете подумать, но, Боже, как я могу верить в богатство, если сам едва справляюсь с трудом? Услышь меня ясно, твое состояние – это не твой итог. Каждая история величия начинается с нужды. Разве я не привел Иосифа из ямы во дворец? Разве я не поднял Давида с пастбища на престол? Разве я не благословил Авраама в старости и не умножил его потомство без числа? Это не мифы, это закономерности. Я повторяю свой образец в тебе, но сначала вы должны верить. Вера – это валюта небес. Когда вы вкладываете веру, вы извлекаете чудеса. Я отправляю сигналы в ваш дух прямо сейчас. Обратите внимание, повторяющиеся числа, которые вы видите, внезапное умиротворение, которое вас охватывает, неожиданные подтверждения, все это не случайно. Это божественные отпечатки пальцевотмечия, этот сезон как священный к 11.11 это не просто число, это код врат гармонизации. Это означает, что двери благосклонности синхронизированы с вашим послушанием. Когда вы комментируете 1111, вы говорите «Я выбираю гармонизацию». Вы заявляете небесам и земле, что осознаете момент божественного вмешательства. Вы слушаете не случайно. Это призыв к ответу, священное приглашение. Небеса наблюдают за тем, что вы делаете дальше.
Ваша реакция определяет ваше освобождение. Не молчите, участие, доказательство веры. Ставьте лайки, комментируйте и оставайтесь до конца, ибо есть еще не раскрытые откровения. Я скоро открою секрет за этой цифрой и пророческим наставлением, которое за ней следует, навсегда изменит ваш взгляд на свои финансы. Я расширяю ваше понимание, расширяю вашу способность верить. Вы молились о чуде, но я предлагаю вам больше, я предлагаю трансформация. Такие, которые не только меняют ваш кошелек, но и обновляют ваш разум. Для истинного богатства небеса это не просто золото, это власть управлять изобилием, куда бы вы ни пошли. Вы станете сосудом, полным избытка. То, что когда-то опустошало вас, теперь будет питать других. Я превращаю потребителей в творцов, заемщиков, кредиторов, рабов в управителей. Не сопротивляйтесь этому изменению. Примите его. Ваши прошлые неудачи не свидетельство моего отсутствия, а свидетельство вашей подготовки. Каждое разочарование было подрезкой, каждая неудача – подготовкой, каждая задержка – планом. Сейчас, пока вы слушаете, я перепрограммирую ваш дух для увеличения. Вы переходите из режима выживания в режим экономики королевства. Ваше послушание – пароль для доступа к этому. Божественная система. Когда вы действуете, вы активизируете. Когда вы подчиняетесь, вы наследуете. Когда вы верите, вы становитесь. Поставьте лайк под видео прямо сейчас и напишите «Аминь», если почувствуете, как ветер моего духа подтверждает это. Для тех, кто сделает этот шаг, я начну ускорять само время. Вы увидите движение в областях, которые годами были заморожены. Замороженные контракты оттают. Люди, которые забыли вас, вспомнят. Двери, которые были запечатаны, распахнутся. Я высвобождаю божественную энергию. Ускорение для верующих. Не мыслите мелко. Тот же Бог, который умножил 5 хлебов, может умножить ваши идеи, ваши доходы, ваше влияние. Я расширяю ваши возможности. Ваша история больше не будет определяться долгами или дефицитом, но божественное изобилие. Вы пересекаете границу между нуждой и наследием. Ваши дети назовут вас благословенным. Ваш дом станет свидетельством. Ваше имя будет связано с щедростью и чудесами. Я задаю новый ритм для вашей жизни, ритм жатвы за жатвой, прорыва за прорывом. Но этот ритм требует постоянства. Оставайтесь до конца. Не пропускайте, не пролистывайте, ибо я открою вам скрытый ключ, который поддерживает процветание, выходящее за рамки первоначального благословения. Следующая часть этого послания содержит наставления, которые превращают откровение в реальность. Поэтому прямо сейчас закрепите это своим действием, поставьте лайк под видео. Оставьте комментарий 1111. Провозгласите: «Я принимаю завет изобилия, к ваше послушание немало». Это духовный контракт, открывающий небесную сокровищницу. Вы подчиняетесь божественному порядку. В тот момент, когда вы это сделаете, я пошлю вам знаки подтверждения, неожиданные послания, возможности, благосклонность без объяснений. Это ваш момент откликнуться. Вы молились достаточно долго. Вы ждали достаточно долго. Дверь перед тобою, открой. Ибо я, Господь, Бог твой, приготовил благословение, которое несет в себе не только твое имя, но и твою родословную. Твое сегодняшнее послушание – основа завтрашнего дня твоей семьи. Твоя самоотдача – это чье-то освобождение, к ваше «да» будет отзываться эхом в поколениях. Вы спрашивали меня снова и снова: «Боже, почему двери закрываются? Почему каждая возможность заканчивается разочарованием? Почему мне кажется, что все, к чему я прикасаюсь, разваливается на части?»
И я, Господь, твой Бог, отвечаю тебе сейчас не молчанием, но откровения эти двери закрылись не потому, что я тебя наказывал. Они закрылись потому, что я, защищая ты. Нет, вы услышали с небес, это не было отвержением. Это было перенаправление, каждая неотвеченная молитва не была признаком отказа. Это было щит, я окружил тебя. Я увидел то, чего ты не мог видеть. Я увидел предательство, подстерегшее тебя за предложением, гордость, скрывающуюся за повышением, разрушение, замаскированное под желание. Ты назвал это неудачей, я назвал это сохранение. Вы когда-нибудь задумывались, почему отношения, которые казались идеальными, внезапно закончились? Почему сделка рухнула именно тогда, когда успех казался несомненным? Почему друг, которому вы доверяли больше всего, ушел без объяснений? Вы думали, что это хаос, но это была божественная хореография. Ты плакал о том, что потерял, не понимая, что плачешь о яде. Я закрыл дверь потому, что благословение это не было предназначено для той версии тебя. Ты все еще становился. Ты все еще был в процесс трансформации. И если бы я дал тебе чудо слишком рано, оно бы раздавило тебя. Вера вместо того, чтобы укреплять его. Знаешь, сколько ночей я оберегала тебя от невидимых ловушек. Сколько раз я шептала «Подожди», когда ты сердце кричала «Сейчас». Я видела твои слезы, но я также видела ловушки. Я видела в Раксе семена ложных возможностей, надеясь отвратить вас от моего завета. Я мог бы дать вам то, что вы хотели, но вы бы потеряли то, что вам было нужно, ваша судьба. Вот почему я сказал «нет». Вот почему я спрятал некоторые благословения, я не утаивал. Я был подготовкой, я не Бог, который отрицает. Я Бог, который задержки для защиты. Ты кричал «Боже, ты забыл меня». Но я не забыл, я был укрепляющийся. Каждый сезон тишины был сезоном настраивать, каждая неотвеченная молитва была инвестицией в твоей будущей силе. Я не игнорировал твою боль, я строил твою имкость, ты хотел быстрого облегчения, я хотел вечной награды. Ты просил спасения, я набирался терпения. Ты молил о пропитании, я обретал перспективу. Ты думал, что я отсутствую, на самом деле я был ближе всего, когда ты думал, что я дальше всего. Вы когда-нибудь чувствовали, что ваши молитвы упираются в потолок? Как будто небеса были глухи к вашему голосу. Эта тишина не была пустотой, она была стратегия. Когда небеса кажутся безмолвными, это потому, что я обращаюсь к обстоятельствам, а не к вам. Я приводил в порядок людей, место и обстоятельства, о существовании которых вы даже не подозревали. Вы видели тишину, я организовывал движение за завесой. Я готовил почву для благословения столь великого, что если бы я высвободил его раньше времени, оно ускользнуло бы от вас. Вас не наказывали, вас сохранен для обещания. Каждое «нет» было дозамаскированной. Каждый закрытый дверь был ключ к более высокому. Каждый заблокированный путь был перенаправленным путешествием к избыток. Я ни разу не утаил от вас ничего, что могло бы помочь вам. Судьба, вы думали, что я опоздал, но я опоздал только точно по расписанию. Я не пропускаю момент, и создай это. Ты сказал: «Боже, почему ты медлишь?» И я ответил: «Потому что я защищаю наследие, которое придет после тебя». Ты видел упущенную возможность, я видел преждевременные роды, которые погубили бы твое семя. Спросите себя, что, если потеря работы привела бы к вашей духовной смерти? Что, если человек, который вас бросил, убил бы вашу цель? Что, если деньги, которых вы не получили, сковали бы вас гордыней? Дитя мое, я никогда не беру, не давая больше. Когда я отнимаю, это только для того, чтобы умножить. Когда я обрезаю,
это только для того, чтобы подготовить больший урожай. Ты оплакивал увядающую ветвь, но не видел, как углубляются корни. Ты плакал о том, что закончилось, не понимая, что было точка возникающая. Я скрывал некоторые благословения, потому что они не были готовы к тебе, и ты не был готов к ним. Если бы я дал тебе возможность, твой характер сломался бы под давлением. Если бы я открыл финансовые шлюзы слишком рано, твой сердцеед вернулся бы от меня. Я ждал, пока не смогу доверить тебе то, о чем ты молился. Я ждал, пока твой вера становилась стабильным, пока ваше послушание не стало постоянным, пока ваше поклонение не стало условным. И теперь час настал. Сезон ожидания истек, шлюза открыты. Не враг пытался убедить тебя, что ты забыт, но я очищал тебя в огне. То, что ты называл задержкой, я назвал разработка. Теперь ты сильнее. Теперь ты мудрее. Ты готов справиться с тем, что когда-то могло бы тебя сломать. Я не посылаю тебе фрагменты, я высвобождаю полноту. Я не даю тебе временное облегчение, я устанавливаю, и постоянное восстановление. Задержка не была связана с наказанием, а была подготовкой к масштабу чуда. Я собираюсь выпустить. Ты думал, я молчу, когда ты с трудом оплачивал счета, когда ты молил о прорыве, когда ты был погребен под тяжестью тревоги. Но я говорил с атмосферы, повелевая ему дать место для твоего роста. Ты сказал: «Боже, я не вижу никакой перемены». Но я говорю вам, то, что вы не могли видеть, уже менялось. Шлюза скрипели, раскрываясь в невидимом мире. Каждая прошептанная тобой молитва создавала давление на плотину задержки. И теперь, дитя мое, плотина прорывается. Воды изобилия спешат к вам. Теперь ты понимаешь, почему я ждала? Понимаешь, почему я сказала «нет», когда ты умолял о «да»? Потому что я слишком сильно любила тебя, чтобы позволить тебе смириться. Я не могла позволить тебе выполнить обещание, не будучи достаточно зрелой, чтобы справиться с ним. Ты хотел благословения, но я хотел дать вам собственность. Вы хотели успеха, я хотел стабильности. Вы просили богатства, я подготовился. Наследования. Ты молил об утешении, я спроектировал завет. Каждое отрицание было божественной защитой. Каждая задержка была актом милосердия, замаскированная под разочарование. Причина, по которой вы столкнулись со столь многими отказами, была в том, что ваш звонок было больше обычного. Чем величественная судьба, тем тщательнее подготовка. Я подрезал тебя, как дерево перед цветением. Я отсек ненужное, чтобы, когда урожай приходит, твои ветви не сломаются. Ты думал, я отнимаю у тебя что-то, но на самом деле я освобождал место для того, что грядет. Отказ был перенаправление, потеря была запуск, и боль был повышение. Теперь я заявляю временный сдвиг, божественное изменение времени в вашу пользу. То, что было медленно, ускорится. То, что было закрыто, откроется. То, что было отвергнуто, будет исполнено. Сезон укрытий закончилась. Ты претерпел пустыню твою. Теперь ты войдешь в пустыню твою. Обетованная земля. Тот же Бог, что сказал «жди», теперь говорит «иди». Тот же Бог, что удерживал, теперь отпускает. Та же рука, что удерживала, теперь изливает. Шлюзы открыты, и благословение остановить невозможно. Но я спрашиваю тебя, дитя мое, осознаешь ли ты этот момент? Перестанешь ли ты называть его наказанием и начнешь ли называть его защитой? Перестанешь ли ты оплакивать закрытые двери и начнешь ли благодарить меня за те, которые я держал закрытыми? Поймешь ли ты, что я никогда не покидал тебя, я строил тебя? Каждая слеза орошила семя вашего следующего чуда. Каждое разочарование удобряло почву для вашего избыток поля, которое казалось бесплодным, вскоре заполонит урожай. Это твое пробуждение. Стены,
которые тебя сдерживали, рушатся. Принятые тобой ограничения растворяются. Я Бог восстановления, и я сейчас ускоряю все, что было отложено. Годы, которые вы считали потерянными, скоро вернутся с лихвой. Вы не просто восстановитесь, вы царствование. Вы не просто выживете, вы будете преуспевать. Вы не просто получите, вы получите переполнение. Ты достаточно долго терпел боль. Ты достаточно долго сомневался. Ты достаточно долго ждал. Сегодня я объявляю божественный переворот в твоей жизни. Планы врага разрушены. Проклятия разрушены, двери судьбы широко раскрываются. Я выпускаю то, что враг пытался похоронить. Чудо-деньги, отношения, возможности, они возрождаются. То же самое, кто допустил бурю, теперь командует спокойствием. Поэтому я снова спрашиваю вас, сколько раз ты принимал мою защиту за наказание, сколько слез ты пролил из-за того, от чего я тебя спасал? Сколько ночей ты сомневался в моей любви, пока я защищал тебя от невидимой гибели? Теперь ты это видишь? Чувствуешь перемену? Задержка была не отрицанием, а дизайн. Нет, не было проклятием, это была заветная забота. И сегодня я заявляю перед небом и землей, шлюзы открыты. Твой судьба ждал достаточно долго. Шагни в свое наследование, ибо то, что я скрывал, теперь открываю. То, что я откладывал, теперь раскрываю. То, что я утаивал, теперь изливаю. Благословение, что было заблокировано, теперь вырывается наружу. Чудо-то, что сопротивлялось, теперь освобождено. Я твой Бог, и я верен, что начатое мною завершу. Время пришло. Сезон сместился, и шлюзы изобилия открыты над вашей жизнью. Я открываю нечто священное. Завет не только то, что вы получаете, но и то, что вы представляете. Когда я благословляю вас, вы становитесь моим посланником. Избыток. Когда вы входите в богатство, мир видит, что я верен. Ты доказательство того, что мои обещания не теория, а реальность. Правда. Вот почему враг боится твоего процветания, потому что твой успех – мое свидетельство. Повторите это еще раз с убеждением, которое потрясет и небеса, и ад, и я благословлен. Я избран. Я свободен от долгов. Я богат. Скажи это за ребенка, который никогда не познает голода. Скажи это за родителя, который молился о твоем прорыве. Скажи это за поколение, которые назовут тебя тем, кто разрушил проклятие. Каждый раз, когда ты провозглашаешь это, ты приближаешь небесное строение к земной почве, завет становится ощутимым, обещат становиться видимым, благословение становится неизбежным. Я твой Бог, и я верен. Я Бог, кто дает вам способность получать богатство, я есть Бог, кто превращает пепел в наследство. Я Бог, кто венчает послушание избытком. Я есть Бог, кто превращает ваше заявление в доказательство. И я говорю вам сейчас, то, что вы скажете дальше, определит то, что произойдет дальше. Говори как тот, кто верит. Говори как тот, кто видел. Говори как тот, кто знает, что небеса открыты. Скажи это. Верь в это. Живи этим. Ты благословен. Ты избран. Ты богат. Ты мой. Организовал все это. Чат сказал: я приношу чудодейственные ресурсы по неожиданным каналам. Это может выглядеть как случайный подарок, звонок от кого-то далекого или даже как забытая возможность, возвращающаяся из пыли прошлого. Но знайте, я все это организовал, вы видите случайность, а я вижу божественная синхронизация, вы думаете, это совпадение. Но я организовал каждый шаг, каждую встречу, каждое сообщение, каждое прерывание в вашей жизни.
Ничто не ускользает от моего порядка, каждая деталь продумана. Я Бог, кто приказывает рыбам приносить золото, воронам хлеб, а незнакомцам благословения, замаскированные под случайные встречи. И теперь я приказываю силам найти тебя. Комментарий. Я это получаю. Пусть небеса признают ваше согласие. Напишите его не для того, чтобы я видел, а для вашего вера услышать себя вслух. Когда вы действуете в послушании, вы подтверждаете свое соответствие моему обещать. Ибо я собираюсь разрушить шаблон нехватки, который определял ваши дни. Это ваше прервание шаблона, божественный сдвиг, нарушающий монотонность борьбы. Слушайте внимательно. Я собираюсь послодоказательствовать, что ваше ожидание не было напрасным. Скоро вы будете получать сообщения, звонки и приглашения, которые не имеют логического смысла, но несут в себе сверхъестественный смысл. Я буду использовать самых неожиданных людей, чтобы доставить вам то, что вам нужно. Помнишь, как я послал пропитание Илии через вдову, которая сама голодала? Как я велел ей отдать то немногое, что у нее было, а затем умножил ее запасы сверх меры. Тот же принцип теперь применим и к тебе. Я возьму то немногое, что у тебя еще есть, и превращу это в излишество. Ваше послушание моему слову откроет каналы, которые были закрыты годами. Чудо не придет через систему, которую вы ожидаете, оно придет через дверь. Я тайно готовился. Это может показаться мелочью, незначительным, даже глупым, но божественное часто скрывается за обыденностью. Вы вступаете в божественный переворот. Та самая земля, что родила твои слезы, вскоре поглотит твой урожай. Те же двери, которые когда-то захлопнулись перед вашим лицом, теперь откроются с королевским гостеприимством. Что такое врагу крал тебя? Я, Господь твой Бог, я возвращаюсь семикратный. Не двойной, не тройной. На семикратный смяты, потрясены и переполнены. Каждая потеря, каждое предательство, каждая задержка, каждое отрицание теперь переписываются в свидетельство из бытия. Есть Бог перемен, и я требую возмещения во всех сферах твоей жизни. То, что было взято у тебя с болью, будет возвращено с болью. Власть. Что было потеряно, то будет найдено не фрагментами, а целостно. То, что было разбито, будет перестроен не такой, как был, но сильнее. Непоколебимая крепость благодати и слава. Вы взывали о восстановлении, и я услышал вас. Теперь я превращаю траур в чудо, пепел в наследование, унижение в честь роли меняются. Весы балансируют. История меняется. Вы выходите из нужды и вступаете в наследие. Вы будете больше не проси одобрения, ты будешь нести власть. Вы будете не гонитесь больше за возможностями, возможности будут преследовать вас. Вы будете больше не бойтесь отказа, вы будете излучать благосклонность. Вы будете больше не носи стыда, ты будешь носить короны чести. Вы будете больше не выживай благодаря чудесам, ты будешь жить как чудо. Дитя мое, я видел, где ты прятала свою боль. Я знаю ночи, когда твоя вера колебалась, и ты спрашивала себя, не забыл ли я тебя. Я знаю мысли, которые ты так и не произнес вслух, мечты, которые ты похоронил под годами разочарований, идеи, которые ты считал слишком поздно. Но я говорю тебе сейчас, ничто не было потеряно. Ничто не было напрасным. Я помнил каждую слезу, каждый вздох, каждый миг упорства. Я был с тобой, когда ты плакал тайно и улыбался на людях. Я был с тобой, когда ты шептал: «Господи, когда же настанет моя очередь?» И я отвечаю тебе сейчас: твоя очередь здесь. Ты думал, что молчание означает отказ, но я был разработка стратегии за тишиной. Я собирал осколки твоей жизни, чтобы создать нечто большее. Я учил тебя стойкости, ибо то, что я даю тебе сейчас, не может быть унесено хрупкой верой. Это божественный переворот, это не единовременное благословение, это полное преображение.
Я не просто возвращаю то, что было взято, я даю вам властябы гарантировать, что его больше никогда не отнимут. Вы переезжаете из выживания к суверенитету, от преследуется к позиционируется. Комментарий. Я получаю свое семикратное восстановление, вот ваш ответ на завет. Ибо я не просто обещаю компенсацию, я предлагаю вам полное переосмысление вашей истории. Так же, как Иосиф за один день стал правителем, так же, как Иов получил вдвое больше, чем потерял, но говорю вам, что ваше будет больше, потому что я умножаю его. Семикратных места, где тебя высмеивали, станут памятниками моей верности. Те, кто смеялся над твоим деянием, станут свидетелями твоего возвышения. Те, кто сомневался в твоем призвании, увидят твое восхождение. Ты думал, что все кончено, но я только начинал. Ты думал, что тебя забыли, но я строил твой фундамент в тени. Я позволял врагистощить себя, чтобы, когда я тебя освобожу, ничто не смогло остановить твой порыв. То, что когда-то тебя угнетало, теперь будет служить тебе. То, что когда-то истощало тебя, теперь будет поддерживать тебя. То, что когда-то заставляло тебя молчать, теперь усилит твой голос. Я Бог правосудия, и я не позволю моим детям потерпеть поражение. Каждая несправедливость, совершенная против вас, стала топливом для вашего возвышения. Вы будете верните себе все украденные у вас возможности. Вы будете увидеть, как открываются двери, которые были закрыты в течение многих лет. Вы будете ходить в изобилии там, где когда-то была засуха. Вы будете танцевать там, где ты когда-то скорбел. Вы будете дайте показания в тех же местах, где вы когда-то плакали. Это не просто возвращение, это откат. Ситуация меняется в твою пользу. Стыд, который когда-то окутывал тебя, теперь сбрасывается. Я укутываю тебя. Честь унижения, которая пыталась запятнать тебя, станет той самой почвой, на которой ты урожай растет. Вы увидите, как те, кто вас дискредитировал, придут просить вашего совета. Вы увидите, как двери, которые вас игнорировали, теперь шлют приглашение с вашим именем, выгравированным золотом. Я заменяю невидимость влиянием. Я вывожу вас из тени борьбы в центр внимания. Божественная милость. Не враг пытался похоронить тебя под отвержением, но я использовал эту почву, чтобы посадить тебя. И то, что он считал могилой, теперь стало сад. Чем больше давления вы выдержали, тем глубже становились ваши корни. Вас не похоронили воспосаженно, и теперь ваш урожай расцветает семикратно. Ты принесешь плод верности, благоухание победы и изобилие послушания. Вы скажете, это может быть только Бог. Ибо те самые руки, что когда-то дрожали от страха, вскоре будут совершать чудеса. То же сердце, что когда-то разбилось от предательства, теперь будет переполнено благодарностью. Я видел унижение, одиночество, бессонные ночи. Я знаю отвержение, сплетни, несправедливое обращение. Но я, Господь твой Искупитель, заявляю, что вы увидите полное возмещение. Я передаю ангелу восстановления в каждую сферу вашей жизни, где враг коснулся вашей жизни. Каждое отношение, каждая мечта, каждый доллар, каждое мгновение, ничто не останется невосполненным. Комментарий семикратный. Это больше, чем просто число. Это пророческий код. Семикратное означает полное восстановление, духовное завершение, умноженную божественную справедливость. За каждый потерянный тобой год я дарую 7 лет благодати. За каждую слезу 7 криков радости. За каждую неудачу 7 побед. За каждую задержку 7 ускорений. За каждое претерпенное тобой «нет» 7 «да», которые пишутся на небесах от твоего имени. Мир сказал, что тебе пришел конец, но я заявляю, что ты процветающий.
Они говорили, что твои лучшие дни уже позади, но я говорю, что твои самые лучшие дни урожай впереди. Вы вступаете в сезон, где чудо-деньги проявятся неожиданными путями, где идеи привлекут инвесторов, где ваше имя будет циркулировать в комнатах, где вы никогда не были. Я открываю двери, что мужчины не могут закрыть, и закрыть двери, которые приводят к отвлечению внимания. Я строю крепости и сбыток вокруг твоей судьбы. Вы не вернетесь к нужде. Вы не вернетесь к бедности. Вы не повторите циклы, в которых ваши родители и бабушки с дедушками были в плену. Проклинат сломался. Завет активировался. Я подписал твою свободу своей рукой. Ты проживешь достаточно долго, чтобы увидеть, как твой успех заставит замолчать всех врагов. Ты увидишь, как богатство течет не как бремя, а как благословение, не как гордость, а как цель. Ты будешь финансировать миссии, кормить народы, исцелять семьи и создавать наследие. Помните, что я говорил вам раньше: послушание – это ключ, и ваше сердце – это дверь. Держите оба открытыми. Оберегайте свой дух от гордыни, ибо гордыня – вор постоянства. Оставайтесь скромными, оставайтесь благодарными, оставайтесь щедрыми ради этого. Божественный переворот. Речь идет не только о получении, но и о том, чтобы представлять меня на земле. Ты станешь отражением моей верности. Когда другие увидят твое изобилие, они не будут завидовать тебе, а будут прославлять меня. Я меняю твою личность. Когда-то ты считал себя сломленным, забытым, почти благословенным. Но теперь я даю тебе новое имя, восстановленный, искупленный, царствующий. Ты не жертва своего прошлого, ты сосуд моего обетования. Ты не нищий у ворот, ты строитель царства. Ты не отголосок боли, ты голос похвалы. Ты посмотришь в зеркало и увидишь другого человека. Ты узнаешь мою славу на своем лице. Ты выйдешь в комнаты, и атмосфера изменится. Ты будешь говорить, и решение появится. Ты будешь молиться, и чудеса произойдут. Ты будешь повелевать, и творение откликнется. Вот что такое семикратное восстановление похоже. Я не только верну украденное, но и сделаю тебя непобедимым. Вы можете прокомментировать сейчас: я подтверждаю свой отказ, пусть небеса запишут ваш голос как согласие. Ибо каждое слово, произнесенное вами сегодня, становится семенем завтрашнего дня проявления. Я слежу за каждым словом, которое ты произносишь с верой. Я вдыхаю жизнь в каждое обещание, которое ты сдержал. Я видел ваши тайные битвы, те, что вы вели без аплодисментов. Я видел, как вы прощали, когда никто не извинялся, отдавали, когда никто не замечал, верили, когда никто вас не поддерживал. За каждую невидимую жертву я посылаю видимую награды. Я есть Бог, который никогда не забывает. Я тот Бог, который молча размножается до момента публичного разоблачения. И вот этот момент настал. Вы больше не будете измерять время потерями, а увеличивать. Вы больше не будете рассказывать истории о выживании, а сверхъестественный успех. Ты больше не будешь спрашивать себя: с тобой ли я? Ты будешь знать, ибо мое присутствие будет идти перед тобой, вокруг тебя, внутри тебя. Вы будете рост. Вы будете царствовать. Вы будете перестроить. Вы будете радуйтесь. Вы будете получать. Ибо я твои боги, я сказал. То, что я восстанавливаю, никто не может отменить. То, что я освобождаю, никакая сила не может остановить. То, что я благословляю, никакое проклятие не может отменить. Божественный переворот завершен. Семеричность пришла в движение. Честь возвращается. Наследие установлено. Завет запечатан. Иди вперед, дитя мое, с высоко поднятой головой и сердце открыто. Буря закончилась.
Солнце избыток возвышается над тобой. С этого момента твое имя будет ассоциироваться с чудо, ваша история с победа и ваша жизнь с переполнения. Ибо я, Господь твой Бог, объявить этот день, вы восстановлены всемиро. Вы вошли, Вера, и теперь ты войдешь услуга. Вы пережили ночи плача, и теперь вы проснитесь утром в слезах. Переполнения. Ты молился молча, и теперь твой голос разнесет савлость, ты был скрыт, но теперь явишься. Я, Господь твой Бог, видели ваш путь от тени к свету, от неуверенности к убежденности, от задержки к божественной освобождению. Ты никогда не был невидим для меня. Ты никогда не был покинут. Ты всегда был покрытый, даже в те времена года, когда ты думал, что я молчал. Мой дух никогда не покидал тебя, и мои благословения сей краткий час вас обогнет. Это завершение одной главы и священное начало другой. Вы пережили ожидания, и теперь вы процветать в победе. Бури, которые вы пережили, никогда не были предназначены для того, чтобы вас уничтожить. Они были предназначены для того, чтобы сформировать вашу выносливость, обострить вашу проницательность и укрепить вашу веру. Каждая слеза стала для тебя водой. Семя. Каждая неудача стала почвой для вашего урожая, каждое разочарование было дверью к судьбе, и вот небеса провозгласили твое имя. Ангелы стоят справа и слева от тебя. Ты не пойдешь один, ты пойдешь с божественный союз. Иди смело, дитя мое. Иди мирно. Иди радостно. Ибо я иду перед тобою, чтобы выпрямить кривые пути. Я иду рядом с тобой, чтобы поддержать твое мужество. Я иду позади тебя, как твоя рьергард, гарантируя, что ни одно оружие, созданное против тебя, не будет успешно. Никакое проклятие не прилипнет к тебе. Никакое предательство не удержит тебя. Нет, дверь то, что предназначено для тебя, снова будет закрыта. То, что принадлежит тебе, отмечено в духе, запечатано заветом и защищено обещать. Это ваше время. Это ваш сезон. Это момент вашего божественного продвижения. Теперь вы входите в царство мир, что мир не может объяснить. Ты будешь отдыхать даже во время работы, ибо мое присутствие поддержит тебя. Ты будешь процветать, даже когда другие борются, ибо мое руководит тебя. Ты поднимешься над шумом, над хаосом, над страхом, ради своего дух утвердился в божественной уверенности. Вы больше не реагируете на жизнь, вы ею управляете. Вы не ждете чудес, вы идете как единое целое. Это прозрение вашего путешествия, вы больше не гонитесь за благословениями, благословения преследуют тебя. Ты не ищущий, ты выбранный. Вы не пытаетесь найти цель, вы становитесь целью. Каждый ваш вдох сейчас несет аромат небесный завет, каждый твой шаг теперь оставляет следы. Трансформация вы – живое доказательство того, что вера действует, что Бог обеспечивает, что чудеса проявляются в обычных людях, которые осмеливаются верить в нечто необычное. Но теперь, когда вы принимаете, я призываю вас выпускать. Это ваш ввод в эксплуатацию момент. Ты не благословлен хвастаться, ты благословлен строить. Вас не выбирают для аплодисментов, вас выбирают для влияния. Вы призваны вдохновлять, исцелять, вдохновлять и вести за собой. Куда бы вы ни пошли, несите этот свет. Говори эту истину. Распространяя ее. Надеяться, пусть мир увидит, чтобы изобилие все еще царит, что вера все еще двигает горы, и это послушание все еще открывается двери, никто не может закрыть. Оставьте комментарий ниже. Это мой сезон. Пусть небо и земля будут свидетелями вашего заявления. Напишите его не по привычке, а как акт веры, как последняя печать этого момента завета. Каждый комментарий эхом отзывается в вечности, становясь свидетельством на небесах о вашем согласии со своей судьбой. Ведь это не просто послание, которое вы просто смотрели, это момент, когда вы вошли.
Теперь ты отмечен откровением. И поскольку вы это комментируете, поскольку вы это заявляете, я хочу, чтобы вы сделали еще один шаг, подписаться к этому поток завета веры и пророчества. Оставайтесь на связи с этой рекой откровения. Ибо это не конец, это только продолжение этого, что я делаю в вас. Следующее сообщение будет содержать инструкции «Поддержи свое чудо», чтобы приумножить то, что я уже выпустил. Так что подписывайтесь, будьте рядом и готовьте свое сердце для большей встречи с благодатью. Ты услышал голос своего Бога, и этот голос не пришел, чтобы возбудить эмоции, он пришел, чтобы зажечь цель. Вы больше не будете спрашивать, когда же наступит мое время, ибо я говорю вам, это твое время, ты больше не будешь оглядываться на прошлое с сожалением, ибо теперь твое внимание сосредоточено на будущем. Ты больше не будешь сомневаться в своей ценности, ибо мой слуга подтвердил это. Ты больше не будешь сомневаться в своих способностях, ибо мой дух придает ему силу. Теперь встань, мой возлюбленный. Подними голову, укрепи руки, успокойся, сердца. Битва окончена, благословения началась. Вы вступаете в открытые небеса, в жизнь, которая течет чудо-деньги, божественная защита и неостановимый избыток с этого дня и впредь мир будет твоим спутником, цель ваше направление и процветание ваше наследство. Теперь вы идете в соответствии с заветом. Вы идете в своей новой личности. Вы идете под светом моего благоволения. Помните, я иду перед вами. Я иду рядом с вами. Я прикрываю вас сзади. Вы окружены божественное присутствие. И все, что выступит против тебя, падет, ибо я повелел ангелам охранять твой путь. Итак, теперь, подняв руки и открыв дух, смело провозглашайте следующее: это мое время. Это мой сезон. Это мое божественное освобождение. Произнесите это один раз, повторите еще раз, повторите, пока ваша атмосфера не изменится. Ведь когда вы говорите, земля отвечает. Если вы верите, урожай проявляется. Дитя мое, небеса открыты. Мои руки протянуты к тебе. Твой прорыв здесь. Иди теперь и пойди, как тот, кто видел слова Бога. Идите и проповедуйте жизнь, куда бы вы ни пошли. Идите и покажите миру, что послушание ведет к переполнению, и вера приводит к свободе. Оставьте комментарий, я получил свой прорыв, и подпишитесь, ибо следующее слово, которое я пошлю, научит вас не только тому, как получать, но и тому, как управлять, как поддерживать чудо, которое теперь родилось в тебе. Ты ходил в вере. Теперь будешь ходить в благодати. Вы терпели со слезами, теперь будете радоваться с избытком. Вы ждали молча. Теперь вы будете говорить авторитетно. Вы покрыты, избраны и коронованы. Это ваше время. Это ваш сезон. Это ваше божественное освобождение. Идите с миром, ваш Богидец.